Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа, это рубрика «Комментирую игру моего подписчика». Сегодня у меня подписчик под псевдонимом Тофа. Ранг у него король какой-то там, уже точно не помню, если честно. Если что-то, он в комментариях меня поправит и, соответственно, пишет, какой ранг у него был в предыдущем сезоне. Перед тем, как мы сейчас полноценно погрузимся, ребят, я уже говорил в предыдущих своих роликах, но последний раз скажу всем огромнейшее спасибо за вашу поддержку. Благодаря вам я достиг 2000 подписчиков. Небольшая ачивка достигнута. Маленький шаг, который имеет довольно-таки весомый вес, я бы так сказал. Весомый вес. Ну, гениально формулирую свои фразы. Просто молодец. Так, смотрите. Каточка называется «Переиграл», получается. Название, по крайней мере, интригующее. Что конкретно в ней будет, уже, знаете, так, знаете, захватывает немножко. Ну, посмотрим. Переиграл, получается. Что такого будет происходить? Мне очень интересно. Если что, то у меня сейчас шикарнейшее настроение, потому что всю неделю я страдал, потому что что? Точнее, для чего? Чтобы мне сегодня, ну, для вас это сегодня, для меня это вчера, паночка принесла мне легендарную фигуру. Еще и какую! Поэтому, ребят, кто не видел эту каточку, то обязательно посмотрите этот ролик. Это просто имбище было. У меня, ну, я в моменте серьезно боялся потеряться. Потеряться то, что я буду конкретно делать, чтобы я смог реализовать данную легендарку. Потому что, ну, можно было бы и не реализовать эту легендарку. Но я смог ее реализовать. Так что все, ребят, давайте. Смотрим ролик, кто не смотрел, естественно. И, ребят, все равно достиг 2000 подписчиков, но не забывайте за лайк с комментом. Просто мне интересно ваше мнение, мне интересен ваш фидбэк. И считайте, что лайк — это огромнейшая поддержка меня. Просто как морально, как эмоционально, так и просто вот мне очень приятно становится. Поэтому, ребят, лайк тыкаем, комментарий оставляем, что думаете. И я в триллионный раз там говорил уже, ой, какая классная вещичка ему упала. А чё он не хочет гоблинов? Он хочет так. Ладно. В последнем моменте поменял на Клокверка, но я бы лучше Клокверка скипал бы, и лучше бы... Ну, не скипал его, не продавал в плане, имею в виду. А в плане того, чтобы Тинкера лучше я поставил вместо Клокверка. Поэтому лучше ставить, наверное, этого Тинкера, потому что Тинкер, он кидает 3 ракетки с большим дамагом. Поэтому я больше как-то верю в Тинкер, нежели в Клокверка. Но там у чувака жесткий, конечно, мехи уже со старта. 4 меха со старта. Извините меня на секундочку. В общем, ребят, я там миллиардный раз спрашивал всех, но хочу в миллиардный раз получить ответ. Как вам данная рубрика? Что интересного, может быть, добавить в нее? Может, какую-то тематику больше раскрывать? То есть мне интересен полноценный фидбэк. Поэтому уделите минуту времени и напишите, что бы вам хотелось видеть в данной рубрике. Еще, кстати, там в комментариях, вот иногда, когда мне присылают каточки лоу-рангов, я ж не знаю, какой там движ происходит и тому подобное, что конкретно в этой катке происходит. Может, человек хай-ранг по факту, но ему там не повезло жестко. Либо же он хай-ранг, но играть все-таки не особо умеет и тому подобное. То есть много таких вот гневных комментариев о том, что типа зачем я записываю типа нубов каких-то и тому подобное. Ребят, эти ролики, как по мне, нужно воспринимать как комедийные. Я вот даже предыдущий ролик записал вот короткое видеообращение, грубо говоря, начальное вступление, в котором я говорил о том, что воспринимайте этот ролик не всерьез, а чисто как расслабиться, покушать, там, посмеяться с этого ролика, потому что я считаю, я даю максимальное количество эмоций, я думаю, что это довольно-таки интересно и весело за ними наблюдать, а не только, вот, знаете, посмотреть каточку. Ну, добротный же контент получается. Если что, дайте свой фидбэк на эту тему, то есть на мои мысли и в целом, что думаете по этой теме. Вот. Предлагают, конечно, типа сделать, чтобы мне кидали каточки только от короля одного. Но, ребят, вы должны сами прекрасно понимать. Люди, которые тоже играют на короле один, они не все умеют играть. Не все. Чтобы... Я вот уже тысячный раз говорил, что если вы будете понимать игру на уровне, допустим, как... Ну, я не знаю, как кого. Ну, просто средний уровень у вас будет понимание игры, и вы просто будете играть по 10-20 каток в день, то вы займете топ-1 мира. 100% займете топ-1 мира. Если понимать, уровень понимания игры у вас будет где-то, ну, средний. Я даже не говорю там высокий, ультра высокий. Ух ты, пандочку засумонил. Так это получается у нас сегодня изи каточка, да? Пандочку засумонил.
Аж распродал всех, прикиньте. Че так? Рыцарей хочешь поставить? А зачем? Ты у нас рыцарь? Он, кстати, рыцарь берет со старта. А, не убрал со старта рыцаря. А что будет? А что будет? Короче, я думаю, вы услышали мое мнение. Поэтому жду от вас фидбэк, ребят. Жду от вас фидбэк. Все, минутку времени уделили, фидбэк написали. Я, соответственно, стал рад. И давайте так. Пока тут, знаете, такое все так только раскрывается, и тому подобное, начальные какие-то действия. Хочу напомнить, у меня есть телеграм-канал, в котором я пишу по обновлениям этой игры, пишу, когда у меня стримы, плюс у меня там самое главное, это чат, комьюнити, где мы все общаемся, делимся, собираем пати и тому подобное, короче, наводим движ, шумихи и тому подобное. И я там веду тоже свой небольшой личный блог, то есть, что у меня в жизни произошло, что в целом, может, какую-то интересную инфу закину, какие там у меня есть идеи, провожу опросы, короче, группа без спама. Сразу говорю, без спама. Чат, конечно, и создан для того, чтобы он спамился, поэтому, ребят, в чате будет куча сообщений. И что я хочу сказать, это то, что присоединяйтесь. Присоединяйтесь, не стесняйтесь. Если не подписались на меня еще, то подпишитесь, потому что следующая цель. 5000 подписчиков. Губа не дура. Все, 5000 подписчиков, я уверен, что мы с вами достигнем. И давайте достигнем это в этом году. Я приложу максимум усилий, но от вас я тоже жду максимум отдачи. Все. Все. Ваша отдача — это лайки и комментарии. Моя — это добросовестный, качественный контент, который с каждым разом становится только лучше и лучше. Все, фу. Хватит. Погнали. Что я вот вижу в целом по этой каточке? На самом деле пока ничего не вижу, потому что, во-первых, нужно немножко больше времени, чтобы понять, что ему приходишь, от чего отталкиваться. Но в целом, здесь что я вижу? Есть темпларка, есть боги. В принципе, можно будет закирить Зевса. И с Кири Зевсом ваншотать всех. Это как бы один момент. Я, кстати, не помню, эта каточка записана до нерфа Гримтача или после нерфа Гримтача. Вот это вот точно не помню. И, кстати, еще такой вот момент забыл сказать. Я только не вспомнил, если что. Так что я хотел, знаете, всю информацию в кучу выдать, но забыл вот этот вот самый главный момент. Короче, ребят, я записываю ваши каточки, комментирую их, но нужно немножко времени. Слишком много материала мне накинули за одну неделю. Там я скидывал как-то скриншот в чат комьюнити, где у меня, ну сколько, штук 10 папок, и почти в каждой из них есть по одному ролику уж точно. Продал Омника. Я так понимаю, он хочет через кунфусы. На самом деле я вообще ничего сейчас пока не понимаю. Пока что говорить конкретные какие-то билды, которые он будет собирать, пока, я думаю, очень рано, потому что вообще ничего не понятно. Стол у него, ну, слабоват откровенно сейчас. А, шаманы. А, не. Стопы. Стопарики. Духи. Там дух пятерка есть, ну, в принципе, да, можно попробовать и через духов сыграть, можно поставить и фулгором будет. Можно и богов. Ну, на самом деле, под духов здесь каточка тоже приятная, потому что, смотрите, мы берем как? Собираем фул духов, керим аппарата. Это, если что, дух легендарный, это аппарат. Вот, там тоже скилловичок. Кунг-фу панду нашел. Ай, короче. Извините, у меня аж в горле пересохло. Сейчас попью водички немножко, потому что... Так, смачно сёрбнул. А что, только вам есть за видосом? Можно мне хоть водички попить, правильно? В общем, керим аппарата. Как минимум нужен 2 звезды. Нужен посох 3-го тира. Ставим фулгорн. Под духами играем. Все замечательно, все прекрасно, все шикардосы. И главное, это Аганим, посох 3-го тира, цепочка 4-го тира. Это чтобы контроль хоть какой-то навесить. И, в принципе, все замечательно. Дальше, я думаю, все пойдет как по маслу. Контроль у него будет, все у него будет. Ой-ой-ой. Жезл Киры ему упал, это, конечно, шикарная вещь. Но он взял шлем Ареса. Окей, в принципе. Я думаю, на 7-м уровне он будет юзать шлем Ареса. И, соответственно, уже будет искать легендарные фигуры с помощью него. Ну как искать? Просто юзнет и все. Боже, я обожаю 2 панды в этой игре. Это хитрец и нефритовый генерал. Вот эти вот 2 панды, они самые такие вот прям шикарные. Вот не знаю, вот прям они нравятся мне. А зачем баф людей продал?
А не рано ли ты продал баф? Ну, ты, в принципе, можешь на лустрик встать. Там у тебя вроде есть дух. Ой, дух. Жрец. Посмотри. А, нет. Поставил... А, он, наверное, Короче, он... Все, я понял, ребята, все, я понял, что он конкретно хочет сделать в этой карточке. Короче, он поставил сейчас духов для того, чтобы ему пришел легендарный дух. Напомню, что панды суммонят только расу. Расу, которая есть у вас на столе. То есть это духи, там люди и тому подобное. Только в таком случае. В иных случаях не суммонит никого. Ну, кроме панд, естественно. Так что вы хотите, чтобы была призрачная надежда на легендарную фигуру, то, соответственно, ставьте определенную расу, с которой вы хотите получить легендарную фигуру. Но сразу говорю, что в большинстве случаев единственное, что вам придет, это Болтецкий на 28. Просто на все лицо. Знаете, ну, вот тогда я. Знаете, как улыбка Джокера, вот этого Хит Леджера, по-моему, если правильно помню. Да, по-моему, Хит Леджер его зовут. Вот это улыбка Джокера у него. Вот такая вот улыбочка. Вот так вот. Вот так вот. Ну, демон он, конечно, поставил. Он ему, конечно, вообще этот не заходит, гримтачи слово совсем. Поэтому не знаю. Зачем? Ну, я не знаю пока что, зачем он его поставил. Посмотрим дальше. Просто стоит, и все. Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не хватило нефритовому генералу пожить. Чуть-чуть буквально. Пожил бы чуть-чуть дольше. Я бы Тиника продал, Тофа продать. А, продал гримтач. Ладно. Ему не хватает сейчас только одного яйца. Фу, как звучит. Ему сейчас не хватает... Куда? Нет! Нет! Нет, пожалуйста, не удаляй ее. Молодец. Поставь еще одну панду лучше. Вместо вот этих вот духов обоссанных, поставь лучше Тофа. Это был удар ниже пояса. Я верил в тебя. Я верил в тебя до конца. Честно, верил в тебя до конца. Ну почему ты продал эту панду? У тебя есть стоит бесполезный Морфеус, который просто стоит. Ну вот стоит он. Ну сколько он нанес урона? 850 урона. Польза 0. Что делает нефритовый генерал? Устраивает камнепад. Дает станчик. Было бы у тебя 2. Там 2 бы станчика летело. 2, ой. Обид. Не больно. Не больно на такое смотреть. Не больно, когда панд продают вот так вот. Они и так со слезами на глазах идут, а ты их еще и продаешь. Ну, что сделано, то сделано. Все, погрузили минутку. А может гримтач убрать? Зачем тебе этот гримтач? Я сейчас нити понять не... ради бафа демонов, точно. Ради бафа демонов он их поставил. Там, кстати, гнездо Мамора есть. А что в гнезде Мамора? Давай посмотрим. Ага. Вайпер. А, ну все понятно. Здесь будут воины через волшебников. Здесь будут воины через волшебников. Окей. Он может... Нет, должен мобов затащить. Пиво накинулось, значит все должно хорошо быть. Не зря же пиво в 2 звезды стоит. А нефритовый генерал не стоит. Пустил слезу по нефритовому генералу, ребят. Давайте минуту молчания в честь нефритового генерала. Давайте все напишем просто в комментариях, что мы осуждаем Тофу за то, что он продал нефритового генерала. Давайте. Чтобы он больше в жизни не продавал нефритового генерала. Сделаем травму. Ладно, шучу. Наверное. Наверное. Не понимаю, ну он хочет сыграть чисто через духов, как я вижу. Но что-то как-то туго идут. Туго по улучшению, туго по всему. Кстати, вот вместо морфа поставил Тиника. А там бы мог стоять нефритовый генерал. Да-да. Там бы мог стоять нефритовый генерал. Ты видишь вот этот пристальный взгляд Тофа? Ну ты понял. Все.
Как же его пинаю сейчас? Он, наверное, хочет сыграть через духов и синергию кунг-фу. По крайней мере, это то, что я вижу. Инчу продал. Ребят, напомню. Инча — это инвестиция в лучшее будущее. Напомню. Мы инвестируем в лучшее будущее. Купили 2 инчи, взяли друидика, апнули его в 2 звезды, эту инчу, продали за 3 монетки. 1 монетку получили инкама. Все. Так что работаем, ребят. Не забываем за инчу. Инча — это ваши деньги. То, что там будет вайпер в 3 звезды, это, конечно... Ну, посмотрим, ладно, пока что... Пока что рановато как-то судить за все. Очень рано. По минимуму сейчас так получил. Будет ролиться или будет сидеть? Не, ролится. Он верит, что ему легендарная фигура придет с шансом 1%. Не, ну в принципе, может он сегодня в этой каточке максимальный скилловик? И ему сейчас придет реально легендарная фигура с помощью шлема Реса. Чисто, сугубо чисто скажу свою статистику. Сколько раз я брал этот шлем Реса, и хочу сказать следующее. Это помойная реликвия, которую я просто хочу спустить в унитаз. Ее нужно как-то доработать, эту реликвию. Она максимально бредовая, эта реликвия. Почему? Потому что, не знаю, я раз 20 ее брал, юзал ее на 7 уровне, мне пришел сгулькин хрен, и все. Я такой думаю, и зачем она нужна? И прикол в том, что я брал ее на 11 уровне, юзал этот шлем Ареса, ролил 100 плюс монет. И вы думаете, мне легендарная фигура пришла в 2 звезды, которая мне необходима? Я вам скажу так. Мне 1 раз легендарная фигура пришла, то, что мне необходимо. И все. И Болтецкий мне вот такой вот по рукавчик. По локоть, точнее. По рукавчик. Ну и по рукавчик тоже пойдет. Правильно, правильно. Не знаю, мне не нравится особо этот шлем Ареса. Такая себе реликвия. Сугубо скилловая. Давайте так ее назову. Сугубо скилловая реликвия. Потому что если вы достаточно скилловый, вы берете этот шлем Ареса на 7 уровне, юзаете и получаете себе кучу легендарных фигур. Вот и все. У меня не получалось еще со шлемом Ареса достать какую-то легендарную фигуру, которая мне реально необходима была и которая бы решала конкретно катки. Мне приходила бесполезная вот, легендарка, которую я просто никак не мог никуда присунуть. Вообще. Ну, как-то так. Да, он будет здесь играть через синергию кунг-фу плюс духи. Прикольная синергия на самом деле. Почему? Потому что, смотрите, когда вы играете через синергию кунг-фу плюс духи, то каждый раз, когда происходит окаменение, там срабатывает отнимание здоровья от максимального хп. И если это сработало, допустим, на той же самой Марсе, то у Марси есть шанс, что сработает синергия кунг-фу. Если что, то синергия кунг-фу работает на все предметы, на все дебафы, на все модификаторы атаки. Вот на все это работает синергия кунг-фу. И есть вероятность, что синергия кунг-фу сработает. И это прям жестко. И вот эту вот вероятность Клевер повышает по максимуму. Чтобы вы понимали, как работает синергия кунг-фу. Чем меньше у противника хп, тем выше шанс, что сработает у вас синергия кунг-фу как 2-го уровня, так и 1-го, соответственно. И чем больше у вас урон с руки, тем, соответственно, тоже есть выше шанс, то, что сработает синергия кунг-фу. Касается урон всего абсолютно. Магического, физического, чистого, без разницы. Вот кунг-фу ему пришел, отлично. Вот это вот я понимаю сейчас скилловый движ. Ставь кунг-фу вместо генерала. Раз ты генерала... Да не, генерала продай. И поставь себе синергию кунг-фу половую. А генерала продай. Вот так. Отлично. Изи. Изи. Все, сейчас у него более-менее хорошо пойдет все. Хаотичный договор — это классная тема. Но и на самом деле здесь коса неплохо смотрится, потому что если он сейчас начнет камбэкать, он с помощью этой косы может ой-ой-ой как много вернуть. Ой-ой-ой как может много наверстать. Угу, мастерскую бума нашел. Но по идее, что мы можем найти с мастерской бумы? Щит 5-го тира, имбово смотрится в кунг-фу. Радик отлично смотрится.
Мьёльнир неплохо смотрится, но лучше все-таки щит 5-го тира, потому что щит 5-го тира это то, что доктор прописал. И то он, скорее всего, не знаю, даже, наверное, думаю, он брать не будет. Ага, божественную. Не понял. А чё Леона поставил? Кстати, духи кайфово работают. Кто вдруг обратил внимание только что, когда били и Марси, и Хитреца, ни разу не сработало окаменение. Имба. Боже, да чтоб мне так приходил дух пятерка, как он тебе сейчас пришел. Ты тупо можешь ставить себе сейчас 6 духов. Обалдеть. Дух пятерка пришел тупо на 8 уровне. Да, Шлемареса мог бы тут заиграть, как бы все такое, но... Хрен. Не работает Шлемареса. Я не верю в этот Шлемарес. И вам советую. О, боги-жрецы, кстати. Оп, оп, ваншотики от кунг-фу. Оп, оп, винстрик сюда. Оп, оп. Акасу не взял, Акасу не захотел взять, потому что у него Шлемареса. А, он уже не брал, он там мастерскую бума взял, точно. Дума продать это, конечно... Ну, ладно, в принципе, он сможет, наверное, в будущем ее найти. Если что. Если вдруг понадобится, то он найдет Дума в будущем. Хотя там есть вайперы. Поэтому, в принципе, можно было бы... А мастерскую бума не хочешь юзнуть? Реликвия есть, мастерская бума. Посмотри внимательно. И может мастерская бума упала, правильно? Правильно. Ему уровень надо брать еще. Ему как минимум нужен 10-й, чтобы полностью эту синергию раскрыть. Надо 10-й. Тогда ты не поставишь себе просто фуловую синергию духов. Но он пока не перерабатывает шмотки. Я думал, что будет перерабатывать шмотки. Пока нормально. Ему Манки Кинга не хватает сейчас. Он ставит Манки Кинга будет накидывать свою палку, а соответственно будет триггерить духа пятерку. Имба еще и какая. Но раз ему так дух пятерка со старта пришел, то я думаю и дальше будет все хорошо. Морфа не апает, правильно делает, потому что Морф это помойное существо. Ну как помойное? Есть намного импактнее фигура, которую можно реализовать, чем вот этого Морфа керить. Пока что все, ну, неплохо, скажем так. Если ему придет еще дух пятерка в 2 звезды довольно-таки рано, это будет вообще идеально. Это будет идеально. Так, Разора поменял. Ну, в принципе, окей, да, потому что у тебя Разора, ну, в принципе, вносит свой импакт, потому что там немножко хп в радиусе схавает всем. Но Тиник будет поимпактнее, потому что он затриггерит еще и пассивочку духа пятерки, потому что юзнет свою способность, накинет стан. Так, челик. О, тут зверь. С хитрецом 2 звезды. Понял, принял. Осознал. Обида. Боже, был бы это я, клянусь, был бы это я, меня бы эта змейка забила бы до конца. Обалдеть. Вот это контент. Сейчас думаю такой, боже, Саня, чему ты удивляешься? Боже, ну это уже, ну, нет, ребят, это жизнь. Это жизненная жиза. Там, кстати, Джаггер в 3 звезды. Под 6 богами, интересно. С маской 5-го тира. Но у него, по сути, только одна маска будет активироваться. Хотя, вечная крутилка. Ну, такое. Несущественно пока что. Он его может спокойно перепилить, этого, если что, бога. У него есть Марси, которая в таргет будет накидывать потом по лицу как надо этому Джаггеру, и все. И Джаггер будет таки снова ловить. Будет в слюнях, соплях, во всем, что только можно. Классные ему вещи падают. Тупо лайк. Давай, посох 3-го тира.
Блин, это нефрит. Он его продал сразу. Минута молчания в честь нефритового генерала. Так, посох третьего тира есть. Что дальше? Можно мантию короля найти. Аганим. Серьезно, с первого ролла Аганим нашел. Ты давай сейчас еще найди... Энигма. Тофа, кому ты душу продал за такой стол? Расскажи, пожалуйста, дай адрес. Дай контакты. Это ж жестко. Такой стол найти. Охренеть, не встать. У меня сейчас оверсильный стол. Я когда тоже пытался записать духов. В скобочках мне ничего не получилось, потому что мне так напетляли за пазуху, что ну его в баню. Так, все правильно. Дискорд оставил в Марсе, потому что Марсе заюзает Дискорд. Не понял. Он предметы кому-то перекинул? В хитреца надо эти предметы, кстати, перекинуть. Хитрец будет намного жестче сейчас. Хитрец будет намного жестче дамажить, чем Марси. Зачем Марси? У Марси там, ну, копеечка дамага. Сколько там? 120 урона с ее тика последнего. Ну это слезы, согласитесь. Не, ну в этом случае окупилась Марси, если что. А, на третьем уровне Марси, если что. Марси сейчас окупилась, потому что он дамажил конкретно одну цель на Марсе. Поэтому Марси окупилась. Но я не знаю, я не вижу смысла посохи третьего тира на Марсе. Возможно, я ошибаюсь. Но там слишком мало урона дает Марси. Она же бьет все время физическим, а в конце делает тик магического. И там этот тик магического, ну, в принципе, это ОЕ дэмэдж. Ну да, в хитреца как-то слишком сильно верит сейчас. Он в одну единицу, даже если у него будет посох настаканный с аганимом, то это будет намного слабее, как по мне. Кстати, Клевер перекинул, молодец. Еще и Дискорд перекинул. Ага, отлично. Ну да, если бы хитрец был в 2 звезды, я бы намного больше в него верил. Хотя на самом деле у хитреца под аганимом второго уровня, ну он просто в 1 звезду. Если бы он был в 2 звезды, было бы лучше, он был бы намного плотнее. Я думаю, он рассуждал с такой логикой, что раз у него фигура не такая плотная, вот она тупо сдохла сейчас, видели? Тупо разорвали хитреца. В то время, когда Марси нормально так напихивает, ну, за пазуху. Надо уровень брать. Все, Шлемареса слетел, бери уровень. Нужен 10-й. Там у тебя будет призрачная надежда на то, что ты найдешь легендарную фигуру. Ну, это призрачная надежда, сразу говорю. Призрачная. Шанс того, что он найдет легендарную фигуру 6%, но по факту это будет... Не, но судя по тому, как ему хорошо идет, я думаю, у него будет отличный шанс найти легендарную фигуру, которая ему необходима. То есть это Энигма, это Дух Пятерка. Я думаю, хорошо найдет. Спокойно найдет. Стеллы там противников тоже неплохие. Самое опасное это Бог-Жрец, который соберет он кучу фигур в 3 звезды, а потом будет брать тупо уровень. Будет опасно. Хотя на самом деле, а что опасно? Он может всех в окаменение закинуть. Или даже то же самое найти мантию 4-го тира, закинуть в Духа Пятерку, а в Духе Пятерки будет какой-то, допустим, цепочка. И тупо всех ваншотать здесь. Естественно, под аганимом и посохом 3-го тира. Там у Духа Пятерка урона столько, что ну его в баню. А вы прикиньте, это все под мантией заправить. Это все. Там будет такая куриная грудка сваренная. О, хитрец, боже, одно яичко бы, одно яичко, но надо брать уровень. Надо брать уровень. Надо. Хочешь, не хочешь, да, берет уровень, красава. Ничего пока что не продает, окей. А куда ты оставь посох 3-го тира, пусть будет. Либо отдай... Genius мод активирован.
Он этот посох только что забрал, чтобы не слетели стаки, если вдруг он проиграет. То есть он хочет отдать этот посох своему, допустим, main damage дилеру. То есть, допустим, хитрец у него 2 звезды будет, он его отдаст. Вот, все, я понял. Все, я понял. Понял, не тупой. Ой-ой-ой, как же больно в ноге. Ой-ой-ой, ему нужен здесь БКБ. Либо морских ставить. Разор, кстати, пришел. Прикиньте. С панды тупо пришел разор. Хорош. Сейчас 30-й раунд, можно дальше брать уровень. Вот эта вот тупая мета богов-жрецов так надоела немножечко. Прям чуточку надоело. Кстати, можно было бы разора тут керить, но он закерил аппарата, что в принципе тоже отлично. Сейчас аппарат, скажем так, за один контроль всех заберет. Ну, по крайней мере, должен. Жалко, что аппарат не в 2 звезды. Катка бы быстрее заканчивалась. Даже, смотрите, на таком этапе игры Тофа не скипает инчу. Да-да. Интересно, что мы сейчас за реликвию пойдет? Если Мамора упадет, будет идеально. Он туда духа 5 может засунуть. Но тоже есть опасность. Дух 5 может успеть не вылупиться. Есть! Духа 5. А почему не духа 5? Дискорд надо... Да. Даже без лишних слов меня понял. Чисто миндальная связь сработала. Рискует. Окей. Не стал дальше идти. Я думал, он сейчас полностью сролится. Кстати, из жрецов как бы можно спокойно переходить. Точнее, из духов можно же приятно переходить в жрецов, если ты духа 5 собрал. Хотя не особо приятно. Самый приятный билд все-таки это через богов-жрецов. Богов-орков. У орков там просто свой есть жрец, плюс божественный есть жрец. Уже как минимум 2 жреца точно есть со старта. Ну да. Получается, самое удобное это все-таки боги-орки. У богов-орков есть несколько даже билдов, которые можно будет просто туда-сюда крутить. Ой, как хорошо сейчас по дамагу прилетает. Ему реально не хватает сейчас мантии 4 тира. Просто найдет мантию 4 тира. Ему хитрец пришел, прикиньте. А он его тупо апает. Не все предметы передает, да? Отлично. Играет через кунг-фу. Кунг-фу Дуфи. Дуфи. Дуфи из этого очень страшного кино. Кунг-фу Духи. Сейчас дамага будет, закачаешься. Реально нужна мантия? Прикиньте, найти ему мантию. Ой, какой там огромный бог-жрец. Но он 7 уровня, это единственный плюс. Единственный плюс, то что он 7 уровня. Так, Рим 3 звезды, окей. Кстати, реально, это старый патч или новый патч? Если новый патч, то Грим 3 звезды уже не такая уж и имба. Хотя Грим 3 звезды и не был имбой. Но все же. Для богов-жрецов это будет не настолько сильная имба. Ну, посмотрим. У него есть шансы вынести этого бога-жреца. Нужно только будет сломать ему позиционку. Либо же наоборот держать его там всех кучей. Ну, короче, посмотрим сейчас. Посмотрим сейчас, какие будут решения приняты. Так, дух 5 как-то пока
Точнее, не дух пятерка, а хитрец пока что как-то себя слабо показывает. Минус охотник. Хорош. Может, мантию для красоты все-таки найдешь, а? Ну, мана регенета нам надо. Мне тут, кстати, напомнили в комментариях о том, что жрецы ж не берутся под контроль вражескими жрецами. Типа, это особенность класса. Поэтому я вам тоже напоминаю за эту особенность класса. Я б на самом... Отлично, давай духа пятерочку. И духа пятерочку. Аппарат нужен. Аппарат нужен. Ой-ой-ой. Энигма в 2 звезды это, конечно, красиво. Но я не скажу, что прям идеально красиво. Угу. Таким вот образом решил поступить. Нет, ты ж можешь отдать медальон кому-то. Наверное, тоже забыл. Наверное, тоже забыл, что жрецы это особенность класса, и жрецы жрецов не берут под контроль. Или так как... Не, подожди, это может даже быть... Не помню, короче, когда это запись. Сейчас посмотрим. Ну, по-моему, это запись уже, когда жрецы не берут жрецов под контроль. Ага. Мантия! О, ему сейчас тупо не хватает цепочки 4-го тира. Это чтобы просто аннигилировать. Он уже этого чувака аннигилирует. И это все. Это ГГ. Это конечная. Цепочка 4-го тира. Без шансов разнос будет. Это нереально сильный персонаж сейчас у него. Самый сильный персонаж. Аппарат под агонимом с посохом 3-го тира, так он еще и с мантией. Только единственное, что надо демона включить. Хотя какая разница, все равно он не будет этой тычки дамажить. Ну, боже, как это жестко. Это очень жестко. Очень красивый билд. Я когда-то тоже хотел такое собрать, но у меня тупо не получилось. Мне дух пятерка не пришел. Вообще. Энигма пришел мне в 2 звезды, чуть ли не в 3 звезды собирался. Ох, как это сильно выглядит. Просто дает тычку, и они умирают. Окаменение сработало, либо какой-то контроль, и там все, ваншот. Ой, красота какая. Дум пришел. Можно было бы на самом деле синергию демонов еще передать. Но так как там есть у противника антимаг, вообще плевать. Давай сейчас цепочку с этого короля драконов, и мы кайфуем. Реально цепочка ему очень поможет. У него будет огромный нюк. Бог жрец, конечно, сильный, но пока не особо он сильный. Еще и вот этот Сопа, который тоже... У него, ну, надо было 6 зверей ставить. Хотя, на самом деле, против такого билда мало что поможет. Только, наверное... Ну, может быть, на гритерах он еще мог сыграть. О, хрустальный топорчик. Хорош. Давай, цепочку, хрустальный топор. Не. А зачем БКБ? Чтоб контроль не прилетел какой-то лишний. Ну, в принципе, да, можно было бы использовать это БКБ против любого контроля. Ну, я так понял, на гарантию сыграл, хотя ему чего опасаться сейчас. На гарантию сыграл. Ну, окей, сыграл на гарантию, так хорошо. О, кстати, описание добавили в кунг-фу. Теперь оно наконец-то корректное. Раньше не было такого описания. Сейчас поправили описание кунг-фу. Ничего себе, всего лишь год прошел. Обалдеть. Это что-то нечто будет. Это что-то новенькое. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Окаменение сработало. Ой-ой-ой.
Самый минус в том, что если окаменение не сработает как надо, он проиграет игру. Если окаменение тупо не сработает, потому что вот эта Лина может его тупо ваншотнуть. И если окаменение не будет срабатывать, это будет финита комедия. Но на самом деле ему цепочка с 4-го тира, так как там все кучно стоят, он тупо с одной цепочки будет всех забирать. С одной. Дух пятерка сильный, очень сильный. Мне дико нравится. Манки Кинг. Тупо ваншот прилетел с первого же окаменения. Хорош. Бам, минус 23 в табло. Вот видишь, ты продал нефритового генерала, он тебе идет и идет, идет и идет, и говорит такой: зачем ты меня продал? Зачем ты меня продал? Мы ж так хорошо с тобой дружили, ты взял и продал этого нефритового генерала. Он даже сейчас настаивает и приходит к тебе постоянно. А ты его, ну, продал. Вот как ты мог? Вот объясни, как ты мог так поступить с этим генералом? А он бы мог у тебя уже почти в 3 звезды быть. Да-да. Нехороший ты человек. Ну, кстати, у чувака сильный стол. Рефрешер, призма. Но единственное, что у него нету посоха 3-го тира. Вот этому чуваку, который на бог жрецах играет, ему нужен посох 3-го тира. Хотя, наверное, ему сейчас вообще ничего не поможет. Просто одно окаменение и финита ля комедия. Там просто взрыв башки будет. Кстати, правильно, что перекинул дозолятор. Ой-ой-ой-ой. Вот только что окаменение сработало и почти всем лицо оторвало на максимум. Короче. Правильно, что сделал, что перекинул дозолятор. Потому что как работает пассивка, ну вот это вот навык аппарата. Вдруг кто не знает, то смотрите. У вас, допустим, есть урон с руки n, и пассивочка добавляет n количество урона. И, соответственно, это n количество урона с надбавкой переводится в магический эквивалент, а так как у него еще синергия кунг-фу, то, соответственно, еще и синергия кунг-фу может сработать. Поэтому так вот. Поэтому его тычку надо повышать родную. То есть, если вам упала рапира, то вы можете эту рапиру засунуть, и вы получите огромный бонус к урону с этой пассивки. То есть, эта пассивка учитывает твою тычку. Все. О, нет. Нет. Я хочу, чтобы он вынес эту катку. В сухую. Лина, конечно, там его нормально так приколола. Но ему нужна цепочка. Хек, цепочка. Лучше цепочка, конечно. Там все кучно стоят. Одна цепочка решит его проблему. Он тупо всех снесет подчистую. Вот то, о чем я говорил. Не сработает окаменение, ему торба будет. Надо, чтобы сработало окаменение. Обезруш, отлично. Обезруш то, что доктор прописал. Кстати, хитрец пришел. Я даже не заметил, когда это хитрец пришел. Я был настолько поглощен тем, что ему сейчас табло сносили. А что ищет? Ну, мог бы и сумку пандамена взять. Дешевле было бы все. А может, предмет все-таки попробуешь найти? Сейчас обезоружь сработает, и Лина должна сразу сдохнуть. По крайней мере, должна. У него все кучно стоят, поэтому Гримдаш закидывает свои чернила и сносится. Да, это старый патч там. Или подожди.
теперь. Да, это старый патч. Все, ваншоты сработали. Красота. Это старый патч, потому что очень много чернил. В новом патче максимум 4 цепочки было бы. Кстати, вот ладья 9 у него. Ну а в предыдущем сезоне я не помню, какой у него был ладья, какой был ранг. Он писал, но если что, в комментариях поправят. Красивая каточка, очень красивая. Реализовал аппарата по максимуму. А вот чел, конечно, немножечко, ну, с посохом 3-го тира ему было бы полегче, но в любом случае он бы откисал от такого аппарата. Это слишком лютый аппарат, слишком лютый. Поэтому с таким аппаратом вряд ли можно будет пободаться. Единственное, что вот в действительности, если бы он цепочку 4-го тира нашел из щитов, то он бы его вообще испепелил, потому что цепочка прилетела бы в него и сразу сдох бы. Но у него был кулончик на безруш, и кулончик на безруш сработал на Лину, и, соответственно, Лина сразу сдохла из-за того, что аппарат ударил его. Классная каточка, серьезно, очень классная каточка. Необычная, я бы так сказал. Крутая. Очень крутая каточка. Реализовал аппарата, которого я пока что не смог реализовать. Так что вот так вот выглядит аппарат в собственном соку, приправлен немножечко кунг-фу. Сильно? О да, разрывает табло только в путь. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите, естественно, в комментариях. А также, ребят, не забудьте поддержать меня лайком, а кто не подписан, то обязательно подпишитесь. Еще есть у меня телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!